Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию вот такую красивую змейку. Вот так она украшена цветами. Эта змейка связана из полухлопковой пряжи. Она на проволочном каркасе, потому имеет такую форму. Ее можно поставить, закрутить тоже в любую форму, какую хотите. Эта змейка вяжется от головы и до хвостика. Отдельно вяжутся вот такие цветочки. Схема легкая. Связать ее можно очень быстро. Вот такая красивая змейка. Для этой змейки я использовала полухлопковую пряжу. Основная зеленая — это Alize Cotton Gold в 100 граммах 330 метров. Джинс Ярнард желтую использовала. И это джинс Crazy для цветочков в 50 граммах 160 метров. И вязала крючком 2 миллиметра. По сантиметрам эта змейка, я ее сейчас раскручивать не буду, но так она у меня 25 сантиметров. Ну, длину можно вязать любую, какую вы хотите, в зависимости от того, вот как вы хотите закрутить свою змейку. И давайте сейчас вместе с вами свяжем вот такую красоту. Начинаем вязать с головы, берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд 1 столбик, следующий прибавка. Так повторяем 6 раз, и в конце третьего ряда будет 18 столбиков. Четвертый ряд 2 столбика, 1, 2 и прибавка. Повторяем 6 раз, в конце четвертого ряда 24 столбика. Пятый ряд 3 столбика, 1, 2, 3 и после 3 столбиков прибавка. Повторяем 6 раз, в конце пятого ряда 30 столбиков. И 4 ряда провязали по 30 столбиков. 6, 7, 8 и 9 ряды. Теперь зеленую пряжу отрезаем, переходим на 10 ряд. Последний столбик можно сделать вот смену цвета пряжи. И в 10 ряду провязываем 1 столбик и прибавка. Так чередуем до конца ряда, и в конце ряда получится 45 столбиков. И еще 11 и 12 ряды тоже провязали по 45 столбиков. Теперь 13 ряд, 13 столбиков, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Убавка. Всего в ряду 3 убавления, в конце 13 ряда 42 столбика. 14 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка. Повторяем 7 раз. В конце 14 ряда 35 столбиков. 15 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Повторяем 7 раз. В конце 15 ряда 28 столбиков. Я вставила глазки. Они 8 миллиметров, располагаются между 8 и 9 рядами, и между глазками 5 столбиков. И продолжаем вязать 16 ряд. Провязываем 2 столбика, 1, 2, после 2 столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда. В конце 16 ряда 21 столбик. Немного наполняем наполнителем. И 17 ряд. 1 столбик, убавка. Повторяем так 7 раз. И в конце 17 ряда 14 столбиков. Теперь отрезали желтую нить и берем основной цвет. Это 18 ряд. Присоединяем. Эти 2 хвостика связываем между собой, 2 эти ниточки. И вяжем 14 столбиков. И вот когда по 14 столбиков я провязала где-то 8 рядов, взяла проволоку, вставила проволоку, видите, и здесь по бокам добавляю наполнитель. Предварительно, когда я вставляла проволоку, вот самый вот этот кончик, я обмотала лейкопластырем. И далее так продолжаем вязать по кругу по 14 столбиков и добавляем наполнитель. И вот по 14 столбиков я провязала 14 сантиметров. Сколько здесь рядов, не знаю, не считала. И вот осталось немного проволоку. Как вы видите, она обмотана лейкопластырем. И теперь следующий ряд. В этом ряду сделаем убавки. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Повторяем второй раз. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. В конце ряда получилось 12 столбиков. И вот по 12 столбиков я связала
приблизительно 8 рядов. И далее будем еще сужать хвостик. Провязываем 2 столбика, 1, 2, убавка. Так повторяем 3 раза. 1, 2, убавка. И еще третий раз. 1, 2, убавка. И в конце получается 9 столбиков. Еще провязала несколько рядов по 9 столбиков. И теперь в следующий ряд вяжем 1 столбик, убавка. Так повторяем 3 раза. 1 столбик, убавка. Второй раз. И еще 1 столбик, убавка. Получилось 6 столбиков. Ниточку отрезаем. И сейчас спрячем этот хвостик. Теперь прячем дырочку за передние стенки каждого столбика. Дырочку затянули и прячем ниточку вовнутрь изделия. И вот получается такая основа для змейки. Сейчас замеряем ее сантиметром. У меня получилось 25 сантиметров. Теперь сделаем небольшую утяжку внизу головы. Прокалываю ниточку, вывожу возле уголка глазика, перехожу в уголок второй уголок, это ваш глазика, и вывожу внизу через 1 столбик. Также проделываем со вторым глазом. Внизу получается 2 ниточки. И теперь эти ниточки вот так подтягиваем немножко. Делаем легкую такую небольшую утяжку. Завязала на 1 узелок. Перехожу ко второму глазику. Завязала тоже 1 узелок. И теперь завязываю по второму узелку. И эти ниточки прячем вовнутрь изделия. Получается такая утяжка небольшая. Свяжем цветочек. Делаем кольцо амигуруми. Набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Сделали 2 накида на крючок. Провязали 1 столбик с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И соединительная петля. Это получается 1 лепесток. Таких нужно сделать 5 лепесточков. Вот еще 1, 2, 3 воздушных петли, 2 накида на крючок, 1 столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами и 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Соединительная петля. Так провяжите еще 3 лепесточка. Вот что получается. Теперь ниточку отрезаем. Если вы будете пришивать эти цветочки, оставляйте ниточку. Если нет, не будете приклеивать, тогда можно оставить коротенькую. И вот этот хвостик теперь затягиваем от колечка, которое делали в начале. И вот получается такой красивый цветочек.
И свяжем еще один большой цветочек. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затянули. Делаем соединительную петлю и набираем в первый раз набираем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Теперь 3 воздушных петли, столбик без накида. Еще 3 воздушных петли, столбик без накида. 3 воздушных петли, столбик без накида и еще 3 воздушных петли, столбик без накида. Получилось 5 лепесточков. Теперь в эти арочки из воздушных петель под нее провязываем столбик без накида, полустолбик с накидом, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3. Теперь полустолбик с накидом и столбик без накида. Это первый лепесточек. Переходим на второй лепесток. Вяжем столбик без накида, полустолбик, 3 столбика с накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида. И так обвязываем все последующие лепесточки. Вот я связала 3 маленьких цветочка, так их пришила, приклеила полубусины и 1 большой цветочек с большой полубусиной. Также вышила вот реснички и согнула вот таким образом змейку. Теперь будем вышивать ротик. Вставляем здесь хвостик небольшой. Опускаемся на 1 ряд ниже. И делаем здесь такой стежок. В то же самое место прокалываем иголку и выводим ее там, где оставили хвостик. Получилась такая улыбочка. Теперь эти 2 хвостика завязываем на 2 узелка и прячем вовнутрь изделия. Теперь сделаем еще язычок. Так, берем крючок, захватываем ниточку аккуратненько, чтобы не испортить вышивку ротика. Вот через эту петелечку протягиваем 2 ниточки и вот так затянули. И теперь обрезаем нужной длины. И вот получилась такая змейка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.